Рада приветствовать на моем канале всех творческих личностей, всех гостей, зашедших ко мне на мой творческий огонек, всех моих постоянных подписчиков, зрителей. Рада всем! Сегодня у нас 4-е занятие в рамках нашего весеннего курса. Кто еще не присутствовал на прошлых уроках, можете зайти в этот плейлист, который называется «Весенний букет из холодного фарфора». Сегодня у нас 4-е занятие, которое посвящено созданию такого чудесного нарцисса. У меня готово уже несколько цветков, и сегодня я вместе с вами буду создавать от начала до конца полностью весь вот такой цветок. Мы начнем с тычинок, потом сделаем юбочку цветка, лепестки, стебель и чашелистик. Так что оставайтесь со мной, и вы увидите, как создается такое чудо чудесное. Вот. Всем желаю вдохновения и приятного просмотра. Сейчас я расскажу, какие вам понадобятся материалы и инструменты. Итак, цветок мы будем делать на проволоке номер 20. Этой толщины вполне достаточно. Цветок достаточно легкий, не крупный. Поэтому проволоку мы будем использовать номер 20. У меня проволока тайская. Ее длина составляет 30 сантиметров. Я обрезать проволоку сейчас не буду. Мы будем проволоки обрезать уже когда будем собирать букет. Будем регулировать длину, необходимую конкретно под букет. Вот проволока номер 20. Очень интересный момент. Все свои нарциссы я создавала без специальных вайнеров для лепестка нарцисса. Я использую катеры для лепестка, но вайнер у меня это китайский вайнер лепестка космеи. В некоторых своих видеоуроках я уже показывала, что его можно применять не только для космеи, но и для многих других цветов. Вот для пиона, например, я его использовала. И еще для каких-то цветов я что-то показывала уже. Сейчас уже точно не скажу. Но вот для нарцисса мы тоже его будем использовать. Этот же лепесток. Вот. Катеры у меня металлические. Пластиковых катеров для нарцисса у меня нет. Набор этот я приобретала в магазине Авели. Я ссылку оставлю под видео на этот магазин. Вот этот магазин Авели присылал мне этот набор в подарок к заказу. То есть я его даже не покупала, он мне достался просто в подарок. И здесь 5 размеров лепестков. Мы будем использовать катер размера 2. Вот эти можно использовать, конечно, маленькие, если вы хотите прям совсем маленькие нарциссы. Но я решила сделать такого среднего размера. Поэтому я буду использовать вот такой катер. Его размер я вам скажу чуть позже, когда мы будем вырезать лепестки. И размер готового цветка я тоже вам скажу чуть позже. Так, это по поводу катеров и вайнеров. Хочу заметить то, что нарциссы мы будем делать без листьев, так как конкретно к этому букету листья нарциссов мне не нужны. Так же, как и вот для гиацинтов мы тоже не делали листья. Они достаточно массивные, и у нарцисса тоже большие длинные листья, поэтому здесь для этого букета нам не понадобится. Дальше нам понадобится латексный клей. Понадобится манная крупа. Это для создания тычинок. Вот, то есть насыпьте себе куда-то в баночку, чтобы можно было потом удобно ей пользоваться. Нам понадобятся маникюрные ножницы. Могут понадобиться. Не обязательно, что они понадобятся, но могут понадобиться. Дальше основной стек. Иголка. Толстая, большая иголка. Стеки с шариками разных диаметров. Средние нам нужны будут в основном диаметры шариков. Вы увидите для чего. И обязательно нам понадобится вот такой острый пинцет с острыми концами. Пластиковый нож
плоский, для того, чтобы снимать лепестки с пленки, мы будем раскатывать глину в пастомашине на делении номер 7. Вот эти инструменты вам понадобятся. Если я что-то забыла сказать, то по ходу видео я вспомню и скажу. И еще вам понадобятся тычинки. Можно использовать готовые покупные тычинки, главное, чтобы они были мелкие. Я использую тычинки самодельные. Как сделать самодельные тычинки, у меня есть видео. Можете поискать. В одном из моих старых видео есть небольшой мастер-класс, как делать тычинки. Вот. Можете использовать готовые покупные вот с такими маленькими тычинками на конце нитей. Вот. И нам понадобится их всего 5 штук. 5 таких тычинок. Вот. Ну, по поводу материалов, инструментов вроде бы все. Еще пленка для пастомашины. И по поводу глины. Скажу по поводу глины. Чтобы лепестки у вас получились не матовые, а полупрозрачные, мне захотелось у нарциссов у своих сделать такие полупрозрачные лепестки, если видно, да, вот что они просвечивают слегка. То есть вот даже видно через лепестки пальцы, лепесточки полупрозрачные. Нам понадобится глина, холодный фарфор. Я использую Modern Clay в зеленой этикетке. И смешиваю с Modena Soft. Это целлюлозная матовая глина, непрозрачная. Смешиваю в пропорции 5 к 1 или даже 6 к 1, чтобы большая часть все-таки была холодного фарфора. Он обладает полупрозрачными свойствами. Поэтому по большей части здесь будет холодный фарфор и совсем немного Modena Soft. 5 к 1. Вот. И сейчас мы как раз с вами вместе смешаем небольшой кусочек глины, который нам понадобится для лепестков и для юбочки цветка. Для вот этого кусочка белого стебля. И те же самые пропорции глины вам нужно будет тоже отдельно смешать и окрасить в травяной зеленый оттенок. Я окрашивала глину для стебля зеленой травяной масляной краской и немного добавляла желтой масляной краски, чтобы создать оттенок молодой свежей весенней зелени. То есть напоминаю, что это травяная зеленая масляная краска и небольшая капля желтой масляной краски. Все это перемешивается, и получается такой вот оттенок глины. Я не буду потом во время мастер-класса показывать, как я это окрашиваю. У меня уже эта глина заготовлена, поэтому я только покажу, как делать стебель. Вот, ну, про технику окрашивания я вам рассказала. Еще вам понадобится сухая пастель в конце красного оттенка для того, чтобы потонировать края юбочки нарцисса. И еще понадобится небольшой кусочек холодного фарфора без зефирной глины для того, чтобы сделать полупрозрачный прилистник. Вот. И этот кусочек, небольшой кусочек холодного фарфора нужно будет окрасить в еле-еле заметный коричневатый оттенок с помощью коричневой масляной краски. То есть, чтобы он остался практически белый. Вот. И он будет полупрозрачный. То есть сюда мы зефирную глину для чашелистика вообще не добавляем, только холодный фарфор используем. У меня тоже уже это заранее заготовлено, поэтому я не буду вам показывать все эти разные виды смешивания глин. Итак, сейчас мы смешаем глину для цветка, для лепестков, для юбочки и для части стебля. Та часть, которая белая. Ну, теперь приступим. Смешаем кусочек холодного фарфора с целлюлозной глиной Modena Soft. Я не буду брать слишком много, так как я буду лепить вместе с вами всего один цветок. И добавим небольшой кусочек целлюлозной глины.
Я повторяю, что где-то будут пропорции примерно 5 к 1 или 6 к 1, чтобы лепестки были полупрозрачные. Если у вас вот такой небольшой кусочек холодного фарфора, добавьте к нему совсем немного вот так целлюлозной глины. И хорошо перемешайте. Из этого мы будем создавать цветок. Вот и все. Мы начнем с пестика нарцисса. И для этого нам нужно взять совсем небольшой кусочек белой глины. Небольшой, это диаметром около 3-4 миллиметра. Около 4 миллиметров. Из этого маленького шарика просто скатаем вот такую деталь. С одного края, чтобы она была достаточно тоненькая. Сейчас я заново покажу, пылинка попала. Вот так между пальцами скатываем вот такой удлиненный пестик. То есть вот такая деталь получается у вас. И здесь с помощью основного стека можно сделать небольшое такое углубление на кончике этого пестика и поправить пальцами. Вот такая деталь. Не очень длинная, около 1 сантиметра длиной. И нам нужно посадить ее на проволоку. Кончик проволоки без петли. Обмакиваем в клей. И вставляем проволоку в основание этой детали. И поправляем. Чтобы она была не длинная. Если получается длинная, то лучше излишки снять с проволоки и убрать, потому что слишком большой длинный пестик и тычинки нам не нужны. Вот таким образом. И теперь здесь по кругу нам нужно наклеить 5 тычинок. Тычинки, как я уже говорила, я использую готовые, но мы их еще обработаем дополнительно с помощью манной крупы. Нам нужно взять 5 тычинок и отрезать их где-то длиной 1 сантиметр. 5 штук. И теперь посмотрите, что мы сделаем. Нам понадобится небольшое количество клея. Тычинку мы берем, кончик тычинки обмакиваем в клей вот таким образом. И опускаем в манную крупу. И у вас получается вот такая тычинка. У тюльпана они как раз именно так и выглядят. Покажу еще раз. Это, кстати, удобнее делать пинцетом. Вот так. Головку тычинки обмакнули в клей и в манную крупу. Вот таким образом. Так мы делаем 5 тычинок и приклеим их равномерно по кругу к
к пестику. Теперь на пестик наносим клей. Вот так по кругу распределили клей. И приклеиваем тычинки, чтобы они были немного выше пестика. Так. Неудобно, конечно, мне это делать на камеру. Все. Вот таким образом мы распределили тычинки. У нас получается вот такая простая заготовка с тычинками. Так, плохо видно. Вот что у вас должно в итоге получиться. Общая длина пестика с тычинками составляет около 2 сантиметров. Нет, 1,5 сантиметра. Около 1,5 сантиметров. То есть вот так. И теперь нам нужно сделать юбочку для цветка. И будет это выглядеть вот так. Сейчас я покажу, как сделать юбочку цветка. Для того, чтобы сделать юбочку цветка, вам необходимо небольшой кусочек глины окрасить в светло-желтый оттенок с помощью желтой масляной краски. Можете использовать лимонную масляную краску, можете просто желтую. Главное, чтобы получился светло-желтый ненасыщенный оттенок. Для юбочки нам нужен кусочек такой желтой окрашенной глины. Небольшой кусочек. Сейчас я вам скажу размер. Сильно большую юбочку мы делать не будем, потому что в этом сорте нарцисса мне сильно большая юбочка не нужна. Кусочек глины мы берем диаметром около 8 миллиметров. Нужно скатать небольшой цилиндр. Не очень длинный. Вот так. Длина его составляет около 1,5 сантиметров. Вот таким образом. И с помощью основного стека мы раскатаем юбочку вручную, без использования каких-либо катеров и вайнеров. Используем крахмал. У меня простой картофельный крахмал для того, чтобы инструмент не прилипал к глине. Вы можете использовать тальк или любой другой крахмал, например, кукурузный, если у вас имеется. И вот таким образом мы вставляем стек в центр этой детали с помощью крахмала, чтобы он не прилипал. И теперь аккуратно на пальце мы будем эту деталь раскатывать изнутри. Я сильно много комментировать не буду. Здесь проще показать, чем рассказать.
раскатываем края юбочки изнутри. Осторожно, на пальцы, сильно не нажимая, чтобы не порвать. И старайтесь не проткнуть дно вот этой детали вот здесь. То есть стеком мы работаем очень осторожно. Чтобы у нас получилась форма колокольчика, большая степень нажима приходится на края и немного в центре. Теперь мы дополнительно обработаем края, чтобы придать волнистую фактуру. Для этого мы нажимаем на край более интенсивно, поэтапно. Вот такими движениями. И теперь дополнительно обработаем иголкой, для того, чтобы создать более фактурную юбочку. Иголкой также вставляем и на пальцы нажимаем слегка, придавая фактуру волнистую, неравномерную. Теперь просто поправим форму колокольчика обратной стороной стека, немного раскатая вот здесь самый низ. Тоже вот так на пальцы, чтобы сохранилась форма красивого колокольчика. Вот таким образом. Такая деталь получается на данном этапе. И теперь мы сделаем зазубренный край с помощью острого пинцета. Для этого мы эту деталь держим между пальцев и аккуратно отщипываем краешки, кусочки глины, вот так чуть-чуть отщипываем. Получается такой у нас интересный неровный край. Вот таким образом получается неровный край юбочки. И теперь снова можно основным стеком поправить форму, снова подкатав на пальцы юбочку. И края на иголочку мы немножко отогнем наружу, но совсем чуть-чуть, не сильно. Обратите внимание, как это делается. Чтобы юбочка была слегка раскрыта. Вот и все. Получается такая юбочка нарцисса. Аккуратная, красивая. И теперь нам нужно ее одеть на заготовку с тычинками. Для этого мы просто наносим клей на пестик с тычинками на основание
теперь нам нужно юбочку одеть на проволоку. Прокалываем и вот так одеваем. Если получается сильно длинная юбочка, то можно снизу немного защипнуть глину, сделав юбочку чуть меньше размером. Вот таким образом получается заготовка для нарцисса. Юбочка готова. И теперь мы можем приступить к созданию лепестков. Длина юбочки получается так, удобнее как-то измерить. Получается около 1 сантиметр и 7 миллиметров. То есть чуть меньше 2 сантиметров. Можно сделать 1,5 сантиметра, можно сделать чуть-чуть больше, но не доходя до 2 сантиметров. То есть здесь нам сильно большая юбочка не нужна. Вот таким образом. И сюда мы будем крепить лепестки. Сейчас я покажу, как сделать лепестки для нарцисса. Я раскатала глину для лепестков, белую глину в пастомашине на делении номер 7. У меня машинка с 9 делениями. Ориентируйтесь на свою пастомашину, если она у вас есть, чтобы глина была раскатана достаточно тонко. Вот. Я раскатала на делении номер 7, но мы лепестки еще дополнительно будем делать тоньше с помощью стека. Катеры у меня металлические, достаточно острые, они хорошо вырезают. И размер этого катера, длина составляет 3 сантиметра, ширина 2 сантиметра. Но лепестки будут немного крупнее, потому что мы сделаем их еще более тонкими. Теперь нам нужно вырезать 6 лепестков. У нарцисса всего 6 лепестков. Вырезаем. Но достаточно хорошо вырезает такие катеры металлические. Вот. Недостаток их в том, что они гнутся, если их неправильно хранить. Поэтому их нужно очень бережно хранить, чтобы они не гнулись. И таким образом вырезали 6 лепестков. И сейчас я покажу, как их дополнительно обработать. Для начала мы обработаем край лепестка под пленкой. Пальцем проводя по краям, немного их истончая. И теперь мы еще лепестки доработаем дополнительно на ладони, чтобы они стали еще более тонкими и аккуратными. Нам понадобится основной стек. Так, лепесток у меня испортился. Не испортился. Аккуратно снимаем лепестки с пленки и вот таким образом на ладони прокатываем, чтобы лепесток стал еще более тонкий и полупрозрачный. И у нас еще за счет этой дополнительной обработки уходит излишний блеск, который появился от пленки. Вот таким образом обработали лепесток, положили его на салфетку буквально на 1 минуту. Осторожно прокатываем стеком, чтобы не испортить форму. Ну,
сделать лепесток немного тоньше. Вот так. Глина у меня очень свежая, поэтому не очень удобно с ней работать. Итак, лепестки я обработаю. Теперь фактуру в вайнере нам нужно сделать. Для этого мы кладем лепесток в вайнер и, сильно не прижимая, придаем легкую фактуру. Вот таким образом. Сильно прижимать не нужно. У вас получается такой лепесток. Нужно положить лепестки, чтобы они подсохли буквально 3-5 минут. И я покажу в дальнейшем, как придать им красивую форму. Теперь нам лепесткам, которые немного подсохли пару минут, нужно придать изгибы, характерные для нарцисса. Они могут быть разные, но я для своих выбрала вот такую форму. Первые 3 лепестка у нас будут с одним видом изгибов, и нижние 3 лепестка будут чуть-чуть иначе делаться. Итак, как мы делаем первые 3 лепестка? Мы сделаем первые 3 лепестка, чтобы края лепестков поднимались немного вверх. Здесь вот это видно. А центральная прожилка, чтобы была очень такая выпуклая, то есть сложим лепесток пополам к низу. Смотрите, это действительно проще показать, чем объяснить. Итак, маленьким шариком прокатываем по краям, чтобы края немножко загнулись вверх. Не сильно. Так, и теперь этот лепесток мы складываем вот таким образом к низу, то есть загибаем его и немножко эту центральную прожилку вот так выделяем вот здесь. Вот такая форма у лепестков будет у первых 3. А последующие 3 мы сделаем наоборот. Переворачиваем и также проходимся по краям, чтобы лепесточки немного края загибались уже вниз. И центральную прожилку мы сделаем наоборот, ее вогнутую, то есть вот так. То есть если первые 3 мы загибали туда, вниз, то эти последующие 3 мы немного загибаем вверх. А края туда, вниз. Вот таким образом. Посмотрите, разница в лепестках есть. Это будут первые 3 лепестка. Это будут вторые 3 лепестка. И когда вы сделаете все эти формы, нужно будет у основания с обратной стороны лепестка сделать вот такой изгиб, для того, чтобы удобно их было приклеивать, чтобы они были правильной вот такой открытой формы. Небольшой изгиб, вот так. Вот в таком положении сушим на салфетке около 10 минут, когда все лепестки у вас будут вот уже с формой обработанные. Подсушите их для того, чтобы, когда мы их приклеивали, чтобы они никуда не опадали, не отвисали и держали свою форму, нужно подсушить минут 10. И я покажу, как собрать лепестки. Теперь нам нужно собрать цветок. Для удобства сборки я немножко обрезала ширину вот здесь основания, просто по бокам немножко срезала, чтобы они были немножко уже у основания лепестки. Итак, начинаем с первых 3 лепестков. Промазываем основание клеем. Здесь не нужно армировать проволокой лепестки, мы их просто приклеиваем. Они будут хорошо держаться, они легкие. И вот таким образом подклеиваем лепесток к юбочке цветка.
Хорошо прижимаем, чтобы все надежно приклеилось. Второй лепесток. То есть нам нужно 3 лепестка наклеить равномерно на равном расстоянии друг от друга. Хорошо закрепляем. И третий лепесток. Вот за счет того, что мы придавали лепесткам изгиб, они приклеиваются вот так, сразу раскрываясь так, как нужно. Главное потом еще правильно высушить вот в таком положении. И последующие 3 лепестка. Мы их приклеиваем между первыми 3 лепестками. Так. И последний лепесток. Смотрите, какая красивая получается форма нарцисса. И красивая фактура, несмотря на то, что мы не использовали специальный вайнер для нарцисса. Вайнер мы использовали для лепестка космеи. Но тем не менее, посмотрите, какой великолепный получается цветок. И теперь важно, чтобы лепестки никуда не опали. Вот так сушить цветок нельзя. Вот так тоже нежелательно, иначе они будут опадать вниз. Они все-таки не до конца просохшие, только минут 10 прошло. Как вот они подсохли немного. То есть вам необходимо сейчас цветок согнуть вот таким образом и сушить его вот так. То есть поставьте цветок на бок вот таким образом. Сушите. Если нужно, периодически переворачивайте вот так, чтобы лепестки высохли красиво. Еще раз повторяю, вот так сушить нельзя. И вот так тоже. То есть только вот в таком положении. И тогда у вас все прекрасно вот так вот красиво высохнет. Давайте покажу ближе к свету. Вот. Это то, что у вас получится. Вот таким образом собираются лепестки. Видите, они еще не просохшие. И поэтому очень важно зафиксировать вот в таком вот положении.
Сейчас на том цветке, который у меня уже высох, я покажу, как сделать стебель и чашелистик. И цветок будет готов. В конце потонируем юбочку, и цветок будет готов. Часть стебля под самым цветком нам нужно будет сделать белого оттенка. Для этого небольшой кусочек глины белого цвета диаметром так где-то около 1 сантиметра возьмем. И теперь нам понадобится силиконовая кисть и вода для того, чтобы сгладить все швы. Промажем клеем. Проволоку я здесь распрямлю. Промажем клеем основание цветка и часть проволоки. Где-то сантиметра 3 проволоки нам нужно будет промазать клеем. Наносим клей на основание лепестков немного и распределяем по проволоке на длину где-то около 3 сантиметра. Белую глину одеваем на проволоку. Вот таким образом мы подтягиваем к цветку. И пальцем прижимаем к лепесткам. То есть стебель делайте тогда, когда цветок будет высохший. И сейчас мы еще все швы загладим водой. И распределяем стебель по проволоке на длину около 3 сантиметров. Ширину я тоже скажу. Около 3 или около 4 сантиметров. Толщина этого стебля составляет 3 миллиметра, а длина под цветком составляет 3 сантиметра. Достаточно 3 сантиметров. Дальше у нас пойдет зеленый стебель. И здесь вот эту часть на основании лепестков, где мы нанесли глину, нужно замыть водой. Если вам удобно, можно делать это вот таким образом, пальцами водой замывать. Я использую силиконовую кисть, мне так удобнее. Вот таким образом мы просто стыки замываем с помощью воды, как бы наглаживая глину на лепестки. И между лепестками тоже аккуратно разравниваем эту глину. Чтобы получился равномерный, гладкий, красивый стебель, соединяющийся с лепестками. Можно доработать пальцем. Главное, чтобы все было аккуратно и красиво.
Итак, теперь нам нужно сделать зеленую часть стебля. А белая получается у нас вот таким образом. Все аккуратно и эстетично. Теперь сделаем зеленую часть стебля с утолщением вот в этом месте. Нам нужно взять кусочек зеленой глины. Я говорила, что эту глину нужно окрасить масляными красками зеленой, травяной и добавить немного желтой масляной краски для того, чтобы сделать оттенок молодой весенней зелени. Но вы можете сделать темнее или тот зеленый оттенок, который вам больше нравится. Ориентируйтесь на те нарциссы, которые вы хотите сделать. Итак, снова нам нужно намазать клеем стебель. Заходя даже немного на часть белого стебля. Промазываем стебель не на всю длину, а поэтапно. Вот таким образом. Итак, нам нужно будет здесь сделать уплотнение из зеленой глины. Сначала мы прикатываем глину к белому стеблю таким образом, чтобы сделать плавный переход. Здесь мы тоже замоем водой. Вот таким образом прикатываем. И с помощью пальца или кисти зеленую глину прикатываем к белой, распределяя, размазывая ее, чтобы получился плавный переход между зеленым и белым оттенком. Здесь даже удобнее будет работать пальцем. Смочили палец в воде и осторожно разгладили вот таким образом. Влажным пальцем накатываем зеленую глину на белый стебель немного. Так у вас получится плавный переход. Резких переходов здесь делать не нужно. Это не будет смотреться красиво, поэтому используйте воду, чтобы сделать такой переход. Итак, здесь на стебле нам нужно сделать уплотнение из зеленой глины. Поэтому мы сюда подтягиваем немного глины и пальцами формируем уплотнение. Промазываем снова стебель. То есть у вас сначала идет стебель тонкий, потом идет вот такая бульбочка уплотнения. И затем снова тонкий стебель. Формируем. Здесь мы сейчас все загладим, замоем все трещинки и все неровности.
Стараемся стебель делать равномерный по толщине. И распределяете глину на ту длину, которая вам необходима. Я всегда стебли делаю изначально чуть длиннее, на всякий случай, чтобы потом не приходилось наращивать в случае того, если длины не хватит. Поэтому я делаю чуть больше длину стебля. Проще потом лишнее отрезать, чем нарастить еще стебель дополнительно. Вот такой длины будет вполне достаточно. Теперь мы здесь сформируем более отчетливую вот эту бульбочку, такое уплотнение. Руки мы мочим, пальцы в воде и заглаживаем здесь все несовершенства. И таким образом у нас форма вот этой бульбочки станет более правильная, более гармоничная. Итак, теперь сглаживаем стебель, где есть какие-то неровности, погрешности. Как следует просто замываем все это водой, чтобы создать аккуратный ровный стебель, без изъянов. Оставьте стебель подсыхать, и после этого можно будет сделать чашелистик и завершить цветок. Я оставлю подсыхать, после этого покажу, как сделать чашелистик. Вот такой стебель у вас должен в итоге получиться с уплотнением вот здесь. Вот таким образом пусть подсыхает. Нам осталось сделать только чашелистик для нарцисса. И, как я уже говорила, вам понадобится только холодный фарфор полупрозрачный, без добавления целлюлозной глины, без Модены Софт. Этот кусочек я окрасила коричневой масляной краской до получения очень светлого бежевого оттенка, практически белый оттенок. Вам нужен небольшой кусочек диаметром около 6 миллиметров. Из этого кусочка мы сформируем чашелистик. На ладони нужно скатать длинную каплю с острым концом. Вот таким образом.
И теперь мы эту каплю прижимаем к ладони, чтобы она приклеилась. И теперь стеком с шариком нужно этот кусочек раскатать до очень тонкого состояния, чтобы было видно все насквозь. Если будет неровно, мы просто вырежем ножницами. Главное раскатать очень-очень тонко. Излишки все мы просто отрежем. Глину нужно сделать прозрачной, до прозрачного состояния. Снимаем с ладони и вырезаем нужную форму. Это будет удлиненный острый чашелистик. Ну, приблизительно такой формы. Дополнительно еще обработаем его на ладони, чтобы он был еще более тонкий, особенно края и кончик. Вот так. И теперь мы смазываем клеем основание вот здесь. И приклеиваем к цветку под вот этим уплотнением, которое мы сформировали на стебле. И оборачиваем стебель основанием чашелистика. И теперь нам снова нужна вода для того, чтобы сгладить место соединения. Итак, теперь чашелистику нужно придать сморщенный вид, неровный, как будто он подсох. Для этого можно использовать острый пинцет и в некоторых местах сделать вот такие защипы, имитируя его подсыхание. Вот таким образом захватываем и слегка прижимаем. Можно поправить пальцами, сморщить его, сделать его подсохшим. Вот и все. Получается такая форма. И теперь на полностью высохшем цветке я покажу, как потонировать некоторые детали. Итак,
Я буду использовать сухую пастель вот такой марки. Мне она очень нравится. Я про нее уже много говорила. Так, сейчас я возьму цветок, который у нас не окрашен. Секунду. Чтобы окрасить юбочку цветка, я использую красную сухую пастель. И только по самому кончику, по самому вот этому краю юбочки я прохожусь кисточкой с красной пастелью, слегка делая окантовку, чтобы просто немного ее выделить. Таким образом. Здесь ничего сложного. Очень быстро и просто. Появляется такая красивая окантовка, которая украсит ваш цветок. Вот что у вас получится. Вот такая окантовка. Этот цветок у меня без стебля еще. Вот. Дальше. Под цветком основание лепестков можно немного окрасить зеленой пастелью. У меня такой оливковый оттенок. И совсем слегка, только самое-самое основание лепестков можно немножко пройтись пастелью зеленой. Совсем незначительно, чтобы это было не слишком заметно. Все равно так цветок будет более живой и более интересный. Вот и все. Совсем слегка. И теперь можно акценты сделать на чашелистике, чтобы подчеркнуть его такой подсохший вид. Я для этого сначала использую пастель бежевого такого оттенка, бежеватого, можно сказать. Вот. Кисточка у меня коричневой пастелью испачкана. Слегка кое-где поставили такие акценты, штрихи. И можно коричневой пастелью, светло-коричневой, кое-где сделать акценты на сгибах, где у нас вот есть сгибы. И кончик. И пальцем можно просто все это растушевать. Сильно здесь окрашивать его не нужно. Только поставить легкие акценты. Тонировка здесь минимальная. Вот и все. Теперь я покажу цветок на свет. Такой нарцисс у вас получится в конечном итоге. Подсохший чашелистик, стебель с уплотнением. Чашелистик как раз вот оборачивается вокруг и уходит вверх. И цветок сгибается таким образом, что чашелистик остается сзади. То есть вот так. Я всех благодарю за просмотр, за совместное творчество, за то, что вы делитесь своими результатами. Отдельное спасибо. Мне очень интересно, мне очень приятно, что вам важна моя оценка. Присоединяйтесь к моему весеннему курсу. Кто еще не был на прошлых занятиях, можете посмотреть их на моем канале. В плейлисте «Весенний букет из холодного фарфора». Спасибо всем, кто участвует в развитии моего канала, кто ставит оценки, пишет комментарии. Столько много приятных слов. Очень вас за это благодарю. Надеюсь на ваш дальнейший интерес к моему каналу. Всех люблю. Пока-пока.